Он всю жизнь этого ждал, но так и не дождался. Только после смерти он попал в свой собственный музей. Если его душа была и есть, могла ли она не вернуться? Могла ли не увидеть то, чего ждала вместе с ним всю его жизнь? Гениальные люди часто бывают незаметными, малообщительными, неприспособленными к жизни, странными. В социуме таких людей часто не понимают, недолюбливают, не принимают. И именно такие люди делают наш мир и нашу жизнь лучше, осмысленнее, интереснее. Гений, который многими оставался незамеченным. Он был скромен, неразговорчив, некоммуникабелен, несколько косноязычен, но именно его, что называется, поцеловал Бог. И вопреки всем злоключениям этот скромный маленький человек просто работал, почти не выходя из мастерской, вопреки огромному успеху, почти не общаясь с окружающим его миром, почти не говоря на его языке. Но душа его знала язык аргентинского дерева кебраччо. Размах личности гения был таков, что душа его металась между континентами, то вместе с ним, то в его снах о родине. Мальчишкой он бродил по пшеничным полям. А через годы взял себе псевдоним по имени своего народа — Степан Эрзя. Эрзя, Эрзя, Эрзя. Я Степан Эрзя.
Степа родился осенью 1876 в селе Баево. Мать меня научила, как я должен жить, как ценить животных и растения, и как оторвать ветвь от дерева, и как поддержать человека. Юность Степана проходит в Алатыре. Первые уроки живописи он получает в иконописных мастерских. Через всю жизнь Степан пронесет в душе любовь к своему народу. Я навсегда запомнил лица этих людей. Дерево я полюбил с самого детства. Оно всегда теплое. Оно жило, потому в нем всегда остается тепло жизни. Тавла. Старательные мальчишки перенимают мастерство знаменитого земляка. Степан мог часами строгать фигурки из дерева, увлеченно, азартно, упорно и всегда вдохновенно. Знал ли он тогда, что через годы откроет миру дерево, способное выражать души людей? И произойдет это на противоположной стороне земного шара. Кебраччо – дерево, душу которого открыл миру эрзянский самородок. Невероятная твердость кебраччо, загадочный рисунок древесины, удивительный диапазон оттенков. Художник узнал, что на севере Аргентины, в области Чако, в дебрях тропических лесов есть заросли кебраччо, и он двинулся в путь. Болото, топи, непроходимые дебри, тучи москитов, обилие змей, нападение лесных клещей делают пребывание в кебрачевых лесах невыносимым. Но все искупалось встречей двух самородков – человека
и дерева. Дерева, способного выражать души людей. Выражать неповторимо. Эрзи ночует вдали от жилья среди индейских племен, испытывая ночные тревоги тропических, почти девственных зарослей. У ночного костра он услышит однажды рассказ местного индейца. Во времена великих праздников старейшины находили самого одаренного в племени юношу и оглашали его Богом. Юноши в течение целого года воздавали божеские почести. Представители знати обслуживали его как принца крови. Поиски в сельве удивительной древесины продолжались долгие дни. Именно здесь, в туманной тропической сельве, ему чаще всего грезились поля родной Мастаравы. Она снилась ему с самой юности, с тех далеких лет, когда он встретил ее в бесконечных полях. И все в его жизни изменилось. Все заиграло тогда новым цветом и светом. Через годы ее образ сольется в сознании художника с образом его далекой Родины. Все тогда было еще впереди. Все еще только начиналось. Их короткий роман завершается трагически. Степан окончательно решает посвятить себя искусству. Он покидает родные края. Его принимают в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В мастерской скульптора Волнухина Эрзи стремительно растет как мастер. Ему хочется увидеть подлинные произведения великих творцов. По приглашению известного мецената Тинелли Эрзи уже в 1907 едет в Италию. Здесь он упорно работает. В 1909 скульптура Эрзи «Последняя ночь осужденного перед казнью» становится сенсацией на международной выставке в Венеции. В 1910-м Эрзи переезжает во Францию, живет в Париже. Работы Эрзи восхищают зрителей на международной выставке в Ницце, на Всемирной выставке в Риме. К Эрзи приходит мировое признание. Слава о гениальном самородке и его удивительном творчестве докатывается и до его родной земли.
В один из дней набиравшего обороты праздника человека-бога переодевали в новое платье и давали ему в жены 4 благовоспитанных девиц, названных в честь богинь. Богиня цветов, богиня молодого маиса, богиня нашей матери в водах и богиня соли. Последние 5 дней торжества божеские почести сыпались на избранного юношу, как из рога изобилия. Пышные пиры и танцы сменяли друг друга. На первой выставке в Буэнос-Айресе работы, выполненные в Кебрачо и Альгаробо, приносят Эльзе славу на всем американском континенте. Ежегодно Дон Стефано, так называли Эльзу в Аргентине, получает первые премии на художественных салонах. В Буэнос-Айресе, Мар-дель-Плата, в Мендосе, в Англии и США. Desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas. В знаменитом музее изобразительных искусств Сивари постоянно открыта экспозиция Степана Эрзи. В любой точке мира его родным домом была мастерская. Он сидел в мастерской и работал. Даже языки не знал. Почти не общался с пестрым, все чаще гламурным окружением. Все чаще гламурным, потому что приходил успех. Со всеми его атрибутами, чуждыми творческой, природной сути этого человека. В реставрационных мастерских Буэнос-Айреса люди заняты своим ежедневным монотонным трудом. Скульптура мастера Рипоссо на реставрации уже не первый год. Эрзи любил эту свою работу, и долгое время она находилась в центре города, на Авениде Боэдо. Когда-то здесь бывал и сам Эрзи. Хаос полуразрушенных аргентинских скульптур напоминал ему о другом, уже полузабытом хаосе. Россия была больна и безумна. Была минута, когда все чувства Родины превратились в сплошной безобразный крик, похожий на крик умирающего от мучительной болезни. Тело местами не чувствует уже ничего, местами разрывается от боли, и все это многообразие выражается однообразным, ужасным криком. Эрзи
Увлечен революцией, он ходит на митинги, но ему это быстро надоедает. И, вернувшись в мастерскую, он продолжает свою работу. 20-е годы станут для него испытанием. Но художник будет жить и развиваться по своим законам. Ничто не сможет вывести его из состояния творческой гармонии. Скульптор узнает о новых разработках мрамора. В 1920-м он едет на Урал. Сделав набросок углем на мраморе, Эрзя резцом отрубает все лишнее. Будто фигура, которую он высекает, уже сделана, а он только снимает приставшие к ней посторонние. Среди первых учеников Эрзи талантливая и умная Елена Мроз. Она вдохновила скульптора на создание женских образов в мраморе. На Урале Эрзи пережил наступление Колчака. Чудом уцелел, попадая под перестрелки. Его 6-метровую мраморную скульптуру «Освобожденный человек», поставленную в Екатеринбурге, в 20-х годах взрывают. Ведь фигура была обнаженной, как Давид, как мыслитель. Мир уже тогда называл его русским Роденом, новым Микеланджело. А раздираемой страстями революционной России он был не мил. Неужели мне не дадут работать, где возможно? Мне опротивила вся жизнь. Я прихожу в отчаяние. Такой жалкой жизнью жить не стоит. Не могу работать. А без скульптуры у меня нет жизни. Луначарский потрясен работами скульптора. В 1927-м по его указанию Эрзя везет свои скульптуры в Париж пропагандировать советское искусство. Здесь мастер узнает, что торговец его работами сбежал с огромной коллекцией скульптур в Аргентину. В это же время большой ценитель таланта Эрзи, аргентинский президент Альвеара, настойчиво уговаривает художника поехать в Аргентину. Надеясь отыскать там свои работы, скульптор соглашается. Он тогда и не знал, что покидает родину на долгих 23 года. В апреле 1927-го
Эльза сходит на берег Буэнос-Айреса. Русского скульптора встречают как мировую знаменитость. С мастером 30 его работ. Мгновенно появляется мастерская. Abrazado con el tuyo, pero el alma separado. No llores, mi alma, no llores, no, que por tus penas me muero yo. И даже не успев насладиться атмосферой экзотической страны, Эльза, как везде, как всегда, погружается в работу. Творения, выполненные в новом материале, поражают воображение аргентинской публики и признаются критиками настоящими шедеврами мирового искусства. Que entonces está bordado de trébol y juncos de flor. Una sombra pronto será, una sombra, lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Эльза любил городской район Ля-Бока, где в те годы бывало много творческих людей. Desde que se fue, Прогуливаясь по любимой улочке, мастер познакомился со знаменитым аргентинским художником Килькеле Мартином. Оказалось, что местная знаменитость обожает работы мордовского гения. В музее Килькеле Мартина можно увидеть одну из сохранившихся работ того периода «Человек из Чако». Образ индейца привиделся творцу в аргентинской сельве. Но чаще всего именно там вспоминались другие образы.
В августе 1932-го Эльзе создает одно из своих самых грандиозных произведений – «Моисей». Он использовал около 1000 кусков и кусочков дерева альгароба и скрепил их клеем собственного производства. Весть о новой работе Эльзе мгновенно облетает Аргентину. Миллионер из США предлагает за эту работу огромную сумму. Я человек одинокий, детей у меня нет. Скульптуры мои дети. Но кто же продает своих детей? В Аргентине Эльза много и плодотворно работает, создавая свои произведения из кебрачо и альгароба, но он все время чувствует, что обычный материал скульптора становится слишком легким в его руках, что этого материала явно недостаточно для осуществления мечты всей его творческой жизни. Ему необходима гора. Мысль о превращении горы в монументальную скульптуру не оставляет Эльзю. Когда-то он грезил этим на Урале, а теперь у него возникает идея преобразования бразильской горы Пау-де-Ассукар в 2 лежащих огромных львов, как бы защищающих бухту. Грезя этой идеей, Эльза несколько лет работает над своим проектом. Однако бразильское правительство так и не проявляет инициативы в осуществлении этого величественного проекта. Неутомимый Эльза находит новую гору. Аргентинская газета сообщает, как стало известно, правительство Аргентины приняло предложение Стефана Эльзи сделать в горах Анд скульптуры героя Аргентины Сан-Мартино и героя Чили Хиггинса, увековечив в этой необычной форме историческое объятие 2 героев. Наш континент будет иметь одно из чудес света, сотворенных руками человека. Это был последний проект превращения горы в монументальный памятник. Он разделил неудачную судьбу своих предшественников. В завершающий день грандиозного праздника юноша в сопровождении своих жен вступал на борт покрытого царским балдахином каноэ и отплывал туда, где над гладью озера возвышался небольшой холмообразный островок. Он назывался холмом Разлуки, ибо здесь все 4 жены Бога-человека прощались с ним. Эльзу все больше и больше тянет на родину. Эту ноющую, нарастающую боль все труднее и труднее унять.
мастер уходит в работу, стараясь отвлечься от неизбывной боли. Но это становится все сложнее. С каждым годом тоска по родине все невыносимее. Ему снились родные поля, ему грезились духи его далекой земли. Они опять оживляли полузабытое. Леса, небо, реки. В Буэнос-Айресе Эльза любит посидеть в тишине капеллы Санта-Терезы в Каса-дель-Театро. Когда-то он преподнес в дар капелле фигуру святой Терезиты, небесной покровительницы детей. Святая Терезита – одна из немногих скульптур, которые можно увидеть в Аргентине. В Латинской Америке остались многие его шедевры. Большинство разошлось по частным коллекциям. Отыскать их почти невозможно. Скульптуры, похищенные аргентинским торговцем, не найдены. Произведения, проданные мастером для оплаты мастерской и жилья, тоже искать бесполезно. Обладатели шедевров предпочитают об этом умалчивать. Удивительная байлерина никуда исчезнуть не могла. Она навсегда застыла в изящном танце в вестибюле частного дома. Доктору Исааку Маурисио Ньюману 92. Он лично знал скульптора. В его частной коллекции скульптура Эльзы «Головка ребенка». Она выполнена из редкой породы черного кебраччо. Я так был рад, когда он гладил меня по головке. Было так приятно, и я смотрел на него. Для меня это был идол. Такие усы, которые были обожжены вот этой трубкой. Он курил ее постоянно. Пожалуй, это последний человек в Аргентине, лично знавший великого скульптора. Знала Эльзу и ровесница Ньюмана Наталья Николаевна Бочарова. Только общались они со скульптором на другой стороне земного шара. Она ухаживала за старым художником, во всем ему помогала. Мастер передал ей весь архив и переписку. Он даже когда уезжал из Аргентины, он некоторые работы свои выкупал
потому что хотел привезти побольше сюда. И, конечно, безвозмездно, совершенно даром отдать государству. Но с тем, чтобы это было в музее. В этом старинном кафе в центре Буэнос-Айреса побывали, пожалуй, все знаменитости, жившие или приезжавшие в Аргентину. Маркес, Борхес, Лолита Торрес, Альберт Эйнштейн. Бывал здесь и Эльзи. В 40-х Эльзи просится домой, подавая в советское посольство прошение за прошением. Разные люди пытаются убедить скульптора, что стране Советов он не нужен. Прибывает человек из Соединенных Штатов с предложением купить за $7 миллионов все скульптуры Эльзи для Музея современного искусства в Нью-Йорке. Художник отказывается. Я уже ничего никому не продаю. Я еду в Россию. Он поверил, что приходит конец его одиночеству, что его ждут друзья по профессии, что жизнь обернется к нему своей светлой стороной. Три года он будет ждать разрешения из Москвы, складывая и распаковывая чемоданы и ящики со своими работами. Эльзи пытался собрать и сохранить свое наследие хотя бы как опись. Многое из его произведений погибло, растерялось, осело в частных коллекциях, но он всегда упрямо старался все собрать и хранить у себя, чтобы передать в музей на родине. Летом 47-го, проводив пароход, который снова не увез его в Россию, Эльзи разбивает ящики с упакованными для отправки в СССР скульптурами. Все считали, что скульптор уехал, а он все сидел в порту и плакал. Эльзи все чаще появляется теперь на кладбище Реколета. Бродит по нему, бродит. Он, видимо, размышляет о том, что, возможно, судьба его навеки остаться здесь, быть погребенным на этом знаменитом аргентинском кладбище. Люди, творцы, творения уходят в лету годами, веками, тысячелетиями. Сколько их ушедших, безвозвратно и навсегда. Сколько их шедевров, уничтоженных, взорванных, забытых и незавершенных.
Весной 50-го Эльзя наконец-то получает советский паспорт. На итальянский пароход «Джулия» грузят 200 его скульптур. Произведения Творца вместе с их создателем отправляются в далекую Москву. Кроме родных, Эльзю никто не встречает. Скульптуры, куски драгоценного кебрачо держать негде. Обещанную мастерскую не дают, а высокопоставленный доброжелатель бросает вслед: «Зачем вы вернулись? Я 3 года положил на то, чтоб вы сюда не приезжали». Наконец-то выделяют мастерскую, скульптуры увозят в Загорск и сгружают в заброшенной церкви. Снег покрывает ящики. Первая выставка состоится только через 4 года. Попрощавшись со всеми 4 женами, в сопровождении пажей, юноша-богочеловек отправлялся в небольшой храм пирамидальной формы. На самой вершине пирамиды его ожидали жрецы. Схватив юношу, они распластывали его на каменной плите. Один из них, вспоров юноше грудь, погружал в рану руку и вырывал его сердце, которое приносилось в жертву солнцу. Он всю жизнь этого ждал. Если его душа была и есть, могла ли она не увидеть то, чего ждала вместе с ним всю его жизнь? К Эльзе, к его скульптурам приходит все больше и больше людей. Так ушел ли гений? Мог ли уйти?
Цього життя, ради цього життя.